Долгожданная премьера короткометражного фильма Алексея Жидковского все-таки состоялась. Ура! Но несмотря на то, что этот фильм по сути единственный в своем роде и сравнивать вартовскому зрителю его особо не с чем, кино уже вызвало нехилую ругань в богемной среде. Люди ругаются по поводу качества фильма, его смыслов и других характеристик. Ну а что думают зрители в кинотеатре? Зашла ли им скандальная картина? Ответ на этот вопрос в материале Константина Щербины. Премьера фильма «Когда я была маленькой, я любила смотреть на костер» проходила в кинотеатре «Мир». Здесь же снималась большая часть сцен. Среди зрителей Николай Марченюк, работающий в «Мире» киномехаником. В фильме он сыграл самого себя. Как вы думаете, понравится публике или нет? Сложный вопрос. Состояние ваше волнуетесь, нет? На 70% так. Ну и, конечно, здесь вся съемочная группа. Пока ничего не жду, потому что я очень сильно волнуюсь. Мы это сделали, главное, вот, все. Ну, интересно послушать, что скажут. Костя, нормально, все хорошо. Все зашибись, да? Все отлично. Там бечка помидорами, ничего там нет. Что уходить будут с сеансов. Ты билет купил? Да, я купил билет, за 500 рублей заплатил. Народу много, настолько, что перед сеансом билеты в кассе закончились. Люди даже не попали, потому что нет билетов в кассе. Ну, это вот пригласительное, и на фильм теперь не попаду. Такая ерунда. Ну, придется с торрентов качать. Это означает, что искусство нужно спонсировать вовремя. У Александра Термеля приглашение. В обмен на пожертвования. Благодаря краундфандингу удалось собрать 228 тысяч рублей. Это больше, чем планировали. Наверное, что-то я должен сказать, да, перед тем, как зайти туда? Ну да. Очень много краундфандинговых компаний было в Нижневартовске, и все они провалились. В смысле много? Ну-ка, кроме этого я что-то не знал. Помнишь, как рок-клуб спасали? Не собрали денег. Помню, еще Диане деньги собирали. Там собрали, но тоже история не очень хэппи-эндом закончилась, мягко говоря. А теперь вот здесь, и у нас хэппи-энд. Ребята еще и сняли, еще и в плюсе остались, скорее всего, потому что собрали больше. Так что это 100% успех, я считаю. Уже успех. Вот мы, кстати, сейчас, если посмотрим, сколько на до отходит и сколько к тебе, у тебя больше. Да. До Нолан, кто это? Не знаю. То есть ты сделал Нолана? Нижневартовский, да. Следующая точка — Покур. После небольшого концерта фильм. 25 минут. Фильм о карантине, Жанне Дарк, сошедшей с экрана, и о жертвенности. После фильма обсуждения и вопросы. Выступающие хвалят. Сам режиссер результатом доволен, но говорит, что будут еще подчищать технические моменты. А потом фильм отправится на фестивали. Собственно, на фестивальный промоушен, и пойдет значительная часть собранных денег. Когда и где фильм будет доступен для всенародного просмотра, пока не ясно. Алексей, ну как все прошло? Мне понравилось, хорошо все прошло. Это дочка? Да, это средняя дочка. Это сынок. Слушай, ну вот все-таки тут большинство публики это все-таки твои друзья, твои поклонники. Ну да. И, может быть, это такая эйфория, что все здорово, все хорошо. Может быть, да. Ну, может быть, не могу. Ну, посмотрим дальше, что будет. Эту историю для вас рассказал Константин Щербина, телеканал Н1.